Тепло попрощавшись с местными жителями, я отправился дальше, в загадочную и старинную Бухару. Друзья, мы в Бухаре, или Бухаро, как здесь говорят. Сейчас берем такси, едем в город, а дальше идем, куда глаза глядят. Знакомимся с местными достопримечательностями, с местными жителями и культурой Узбекистана. Что, погнали! Бухара – один из древнейших городов Узбекистана. В далекой древности это был крупнейший торговый и экономический центр Средней Азии. В Бухаре жил и работал, помогая бедным и смеясь над богатыми, знаменитый Хаджа Насреддин. На сегодняшний день этот прекрасно сохранившийся город считается истинной туристической Меккой, привлекая людей со всего мира своей богатой историей и уникальной культурой. Когда я вышел с вокзала Бухаре, я встретил вот такой прекрасный дворец. Я поговорил с местными жителями. Оказывается, это Бухарский дворец, который был построен в конце 19 века по проекту русского архитектора. Построен он был для царя Николая II. В Бухаре в конце 19 века, как и сейчас, исповедовали ислам, а царь был православным. Поэтому местные жители не хотели, чтобы царь посещал Бухару. И дворец им поставили прямо возле выхода из вокзала. Ансамбль Пой-Калян, расположенный в центре Бухары на пересечении 4 торговых маршрутов, представляет собой значимое историческое сооружение. Его название Пой-Калян можно перевести как «подножие великого» или буквально «подножие минарета Калян». Является самой высокой точкой города. Уже много веков он служит сигнальным маяком многочисленным караванам, которые идут в дальние страны по великому шелковому пути. Мечеть Калян является главной пятничной мечетью города, вмещает до 12 тысяч человек. Археологи полагают, что под ней находятся еще две мечети постарше. Это же построено в 15 веке при Тимуридах. Цитадель Арк стоит в самом сердце города. Эта огромная крепость всегда служила защитой и опорой для правителей Бухары. Добро пожаловать в путешествие во времени и истории. Крепость Арк – самый древний архитектурный памятник Бухары, вводит нас в глубину веков. Строительство этой величественной крепости потребовало огромных усилий тысяч рабов, которые вручную создавали искусственный холм, не имея при этом современной мощной техники, под палящим солнцем много веков назад. Наиболее известными жильцами Арка были такие великие ученые и поэты средневековья, как Амар Хайям, Абу Али ибн Сино, Аль-Фараби, Фирдоуси и другие. Одна из легенд гласит, что создателем крепости был эпический азиатский герой Сияуш. Согласно легенде, затейливый Сияуш влюбился в дочь местного эмира, но царь поставил условие, что выдаст дочь замуж за юношу, если он построит дворец, что поместился бы на бычьей шкуре. Сияуш разрезал шкуру и выложил из ее маленьких кусочков огромный прямоугольник, в котором построил грандиозную крепость. Небольшая фотосессия в национальных костюмах. Смотрим на Бухару с высоты башенных стен. Правда, уже на современный город. Та часть крепости, которая выходит на старый город, она, к сожалению, закрыта. Напротив крепости есть еще одно очень интересное сооружение. Называется водозаборная башня. Подняться надо по-любому. Башня является нулевым километром. Например, от нее до Токио 6513 километров. До Питера 3254 километра. А что касается Нижнего Новгорода, так он вообще город-побратим Бухары. С вершины башни открывается очень красивый вид на крепость, на старый город, на мечеть Булхаус, а также на современную вечернюю Бухару.
Булохавуз до революции была пятничной мечетью Бухары, в которой молился сам эмир. Эта мечеть также известна как мечеть из 40 колонн. Это народное название произошло благодаря ее уникальному, элегантному внешнему облику. Рядом с мечетью находится минарет, который по своей форме и стилю следует образцу знаменитого Колянского минарета. Интересно, что в прошлом его наклон сравнивали с Пизанской башней, так как и тот, и другой постепенно наклонялись к земле. Однако в дальнейшем были проведены серьезные укрепительные работы, и минарет был восстановлен в вертикальное положение. Сейчас я гуляю во дворе медресе Абдул-Азиз хана. Медресе, возведенное в 1651-1652 годах, было инициировано и построено узбекским правителем из династии Аштарханидов Абдул-Азиз ханом, который правил в период с 1645 по 1681 год. Вход в медресе отличается изысканным и богатым внешним орнаментом, который заметен сразу. Одной из особенностей этого орнамента было использование желтой краски, что делает его особенно выразительным и уникальным среди архитектурных произведений того времени. Мечети и медресе всегда строили вместе, поскольку мусульмане должны молиться по 5 раз в день, и чтобы не тратить время на поход в мечеть, ученики могли сразу в течение нескольких минут сходить помолиться и продолжить свое обучение. Я думаю, красота. Нужно попробовать местную кухню, поэтому предлагаю найти хороший ресторан. Я нашел тихий, уютный ресторан недалеко от медресе. Он скрыт среди лабиринтов улиц, поэтому здесь вообще нет ни одного человека. Можно спокойно посидеть, покушать, отдохнуть. Наша гостиница находится в самом центре старого города Бухары, поэтому на машине сюда доехать нереально. В прекрасной Бухаре своей мудростью со мной поделился Авиценна, средневековый мыслитель, ученый и врач. Умерен будь в еде. Вот заповедь одна. Вторая заповедь. Поменьше пей вина. О том, что у тебя болит живот, скажи больному. Здоровый не поймет. Путешествие в Бухару оставляет неизгладимые, яркие впечатления. Например, гуляя по старинным улочкам города, ты как будто попадаешь в древний мир. А люди открытые, приветливые люди, которые готовы всегда с тобой поговорить, пообщаться. Бухара — это действительно открытая книга истории, культуры и архитектуры, которую стоит открыть и посмотреть своими глазами. Тепло попрощавшись с Бухарой, двигаюсь дальше в легендарный Самарканд, столицу Амира Тимура.